Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Азербайджане и в Армении. Ну вот статья интересная попалась на глаза. Ильхам Алиев предупреждает Москву. Раскрыта давняя игра Путина. Понимаете, уже Ильхам Алиев понял, что Путин играет с ним какую-то игру непонятную. Видите, на фотографии Владимир Путин и Варданян. Так, сейчас знакомлю, что здесь пишут подробнее. Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева со специальным посланником ЕС Дирком Шубелем обозначили серьезные политические подвижки. Принимая делегацию Евросоюза, Ильхам Алиев отметил, что мы готовы говорить, договаривается с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как присланный сюда Москвой Варданян. Ну вот он как раз по этой теме и заявил, что, мол, Путин прислал туда, в Карабах, Варданяна, засланный казачок, типа, у которого в кармане миллиарды украденных у русского народа денег. Его туда послали из Москвы с очень четкой повесткой дня. Так, и здесь нужно пояснение. В самом деле, едва появившийся в Карабахе скандале российский олигарх Рубен Варданян, совладелец одной из крупнейших в России прачечных денег, там прачечная в России есть, банк «Тройка Диалог», едва появившись в Карабахе, тут же занял здесь пост госминистра, то есть премьера, в никем не признанном правительстве сепаратистов. Причем ради того, чтобы назначить Варданяна, оттуда отодвинули Артака Бегларяна. Сейчас я вам покажу на фотографию. Вот, видите, этого такого худенького, такого лысенького. Его отодвинули, а поставили такого толстого, здорового, можно сказать, толстомордого Варданяна, видите. Везде толстые занимают посты тех, кто послабже и похудее. Он его вытолкнул. Так, отодвинули Артака Бегларяна, который испытанный соратник был Арейка Ратюняна. Видите, стул подпилил. И практически сразу же после его приезда ситуация в Ханкинди стремительно дрейфует к лозунгам и декорациям 1987 года с митингами на центральной площади Ханкинди. В общем, да, там у них начались какие-то митинги, протесты, карабахское движение началось. Более того, саму Рубену Карловичу, как по команде, создается «Зеленая улица». Да, в Росми новоявленный премьер никем не признанного правительства охотно раздает интервью. Я видел много интервью, он давал русским каналам, где называет себя воином Карабаха и выстреливает весьма радикальные заявления. Причем, какое милое совпадение. Свою бурную деятельность в Карабахе господин Варданян развил как раз в то время, когда Россия, так, о чем проговорился посол Сергей Копыркин, предложила в Сочи отложить статус Карабаха для будущих поколений, что уже как раз подразумевало, что до урегулирования статуса и до самых будущих поколений в регионе останутся российские миротворцы. Одновременно в этом же направлении начинает свою активность Никол Пашинян, который еще накануне встречи в Сочи выражал готовность поддержать российские планы продлить пребывание миротворцев в Карабахе. То именно на этом фоне с появлением Варданяна в Ханкинди вновь началась истерика. Под лозунгом «Карабах не будет в составе Азербайджана». Ну да, там у них истерика, что Карабах, они считают, это Армения. Уже не было похоже на случайность. Но теперь на встрече с представителем Евросоюза президент Азербайджана заявил прямо и официально: приезд в Карабах вовсе не частная инициатива Варданяна, а его туда послали из Москвы с очень четкой повесткой дня. В общем, Путин послал Варданяна в Карабах и дал ему очень четкую повестку, как там действовать. Так, и вот здесь. Так, дальше. Так, ну теперь уже на карте уже новый Азербайджан.
самостоятельный, самодостаточный, с успешной внешней политикой. А самое главное, во главе страны стоит лидер, для которого это Ильхам Алиев, для которого высший приоритет – это интересы Азербайджана. Так что если в Первопрестольной, то есть в Москве, решили поиграть в рестарт Миацума, то авторам это далеко не гениальная идея, следует помнить. Времена изменились. Великодержавные, великодержавные эти никуда не денутся, стерпят как миленькие. И без России на Кавказе не будет мира и не войны. Сейчас, извиняюсь, здесь у меня залезла такая. Так, да, и на Кавказе не будет ни мира, ни войны. Лучше запрятать подальше, типа, все эти великодержавные надежды Путина. В Баку руководствуется собственными интересами и международным правом, и неценными указаниями из Москвы. Так что глотать пилюлю теперь придется в Москве. И еще и синхронно с визитом в Азербайджан премьер-министра Мишустина. Да, и Баку привержены выстраивать дружеские и добрососедские отношения с РФ. Но это улица с двухсторонним движением. Такой же процесс уже точно не предполагает подрыва территориальной целостности Азербайджана. И тем более молчание Азербайджана в ответ на эти игры, как сказать, долго не будет молчать Азербайджан. И вот этот урок московским державникам следовало бы усвоить. Так, я решил почитать комментарии, что пишут азербайджанцы, как бы сказать, по этой теме. Вот, понимаете, интересный комментарий оставил человек, сейчас зачитаю. По поводу в Баку руководствуется международным правом, улыбнуло. Руководствуясь, когда выгодно, а когда невыгодно, не руководствуется. Когда выгодно, называет ЕС США стратегическими партнерами. Когда невыгодно, обвиняет ЕС США дестабилизацией и попытки создания цветных революций. Это не имеет отношения к международному праву. Наивно полагать, что Азербайджану удастся построить нормальные отношения с людьми, которым он улыбался в лицо, а за спиной наговаривает и клевещет. Это про Путина, наверное. Наивно полагать, что на Западе люди этого не понимают. Никто не будет доверять человеку в стране, который говорит одно, а делает другое. Но это Владимир Путин. На словах Азербайджан руководствуется международным правом, а на самом деле нет ни соответствующего законодательства, ни независимых судов, ни разделения властей, ни действенной системы, как сказать, сдерживания и противовесов. Азербайджану еще плыть и плыть до международного права. Ну, понимаете, может азербайджанец, может армянин написал. В общем, он намекает, что, мол, сейчас в Азербайджане такая ситуация, что типа во всем командует там Ильхам Алиев. И что Ильхаму Алиеву выгодно, значит он так и решает. И что в Азербайджане нет ни соответствующего законодательства, ни независимых судов, ни разделения властей. В общем, такая система своеобразная. Так что, в общем, вот такая ситуация. Ну, а что Путин играет в эти игры с Карабахом, это ясно, что он тут затеял свою игру, поставил своего ставленника. Варданяна, видите, подписывают раньше документы, они, что все, мы тебя назначили, этого несчастного Бегларяна, или как его там, убрали, все, он уже свободен, поставили более мощного миллиардера, так что будем следить за ситуацией. Ну, Ильхам Алиев, конечно, недоволен, извиняюсь, Варданяном, что его туда засунули, я думаю, сейчас будет там конфронтация, я думаю, будет напряженная ситуация. И, может быть, даже Ильхам Алиев даст приказ, что вооруженные силы Азербайджана пойдут, как сказать, наступление, наводить там порядок. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.